Любая система выращивания орхидей и любой метод их восстановления хороши своими результатами. А каждая история восстановления или лечения орхидей на канале «Классика орхидейного жанра» имеет свое логическое завершение. Когда автор канала на примере своих растений показывает результат, это одно. А когда результаты своих достижений показывают зрители канала, это совершенно другое. Сегодня в видео 4 потрясающие истории о чудесном восстановлении орхидей от зрительниц канала. Они живут в разных городах и даже странах в Европе и Азии, но у всех у них получилось достичь желаемый результат. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Продвигаться будем плавно из Европы через Центральную Азию прямиком на Дальний Восток. И как всегда будем использовать самый наглядный формат оценки результата. Было, стало. Подборку историй с результатами новичков открывает Светлана Симонова, Владимирская область. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я представляю вашему вниманию Phalaenopsis cambridge, или просто мадам Коко. Спустя 5 месяцев после того, как мы принимали участие в ноябрьском видео по восстановлению. Моя подруга предложила взять мне одну из 4 выставленных вон после украшения витрины магазина орхидей. У меня до этого не было орхидей вообще, никогда, так как мне они казались чем-то очень привередливым и капризным в уходе. Я окрестила эту малышку мадам Коко, а потом на ее треснутом горшке увидела маркировку Phalaenopsis cambridge. Конечно, мы с моей мадам выбрали по одному из видео открытую систему посадки. И пьет она 1 раз в сутки, примерно 30 минут. Также в каждый полив примерно раз в неделю я добавляю в воду настойку листьев алоэ вера. В остальные дни мадам Коко опрыскивается обычной водой, но чередуется также с опрыскиваниями настоем луковой шелухи и настоем каркаде. Также выбрать открытую систему посадки меня сподвигло отсутствие под руками и в ближайших магазинах нужной коры и нужного грунта. И какое-то время она провела просто вот в этой банке. А потом, увидев уже соответствующее видео и опыт других людей, я поняла, что для меня это оптимальный вариант. К тому же это была моя первая орхидея. Теперь уже начали появляться новые. И поэтому для меня было интересно получать именно такой опыт. К тому же я стала фиксировать все это в виде фотографий, чтобы прослеживать динамику, которую, кстати, я думала, буду прослеживать около года. Ну вот, получилось за 3 месяца. И вот мы с моей мадам, следуя всем полезностям и методу алоэ, через 3 месяца имеем 2 цветоноса и распустили первый бутон из 11. Может быть, 11 бутонов для кого-то это мало, для меня это целое достижение. Цветение продолжалось примерно до середины февраля. К тому времени темп моей жизни больше не позволил содержать ее в открытой системе, так как эта система требует постоянного присутствия, постоянного внимания, большого количества времени. И было принято решение посадки мадам Коко в классическую систему. И примерно в 20-х числах февраля с увяданием последних цветов я сломала ей оба цветоноса и посадила в прозрачную обрезанную бутылку с отверстиями на фитиль. Использовала я в этой посадке кору, резанный мох, который сохраняла отдельно зимой. Она совершенно вообще не почувствовала никакого стресса при пересадке. Даже наоборот, она начала активно расти 2 новых листочка, развивать их.
И уже даже в первых числах марта я заметила, что меристемы на срезанных цветоносах, отломленных, я их ломала, снова пробудились и начали активно развиваться новые цветоносы, и она начала набирать бутоны. Поэтому к микрополиву, после пересадки был у нее микрополив, был добавлен еще полив замачиванием раз в 4 дня в обычной воде. Такие поливы замачиванием в воде я чередую с замачиванием в настой алоэ. Ну и, конечно же, опрыскивание. Опрыскивание она получает каждый день. Столько раз, сколько я ее вижу. И тоже такие опрыскивания обычной водой я чередую с витаминными настоями. Мы пробовали и каркаде, и чай с медом, и крапиву. Вот сейчас крапива пошла. И, естественно, они друг за дружкой чередуются все с водой. Ну вот как результат второе домашнее цветение на 11 прекрасных, больших, вот таких жемчужных цветов. Спасибо огромнейшее Наташе и каналу «Классика орхидейного жанра». Именно благодаря всем этим знаниям, полученным на канале, я имею возможность сейчас любоваться вот этим чудом. Хочу пожелать всем: изучайте канал, применяйте эти знания, и у вас тоже обязательно все получится. А особые пожелания от меня, как от новичка, вновь присоединившимся участникам канала «Классики орхидейного жанра». Выделите немножко своего времени, вот каждый день по чуть-чуть, и посмотрите канал с самого начала, с самого первого видео по порядочку. И вы увидите, поверьте, как пазл ваших знаний сложится в красивую картину из цветущих, здоровых орхидей. А теперь из Европы в Центральную Азию, в Кыргызстан. Когда я смотрела на канал «Классика орхидейного жанра» и на цветущие цветы Натальи, мне так было прям хотелось, чтобы у меня тоже такие цветы были, чтобы у меня тоже так все цвело. А вот по наставлениям Натальи, оказывается, это возможно, ура, ура! Смотрите, как это красиво! Все просто в шоке. Я новичок же, и это только начало. Именно такими радостными и восхищенными были эмоции Гульнозы Маматовой во время первого в ее жизни цветения орхидей. Гульноза живет в Кыргызстане, в городе Ош. Первые 4 орхидеи в жизни и первый опыт выращивания орхидей с таким воистину потрясающим результатом. Разумеется, когда что-то начинает получаться, всегда хочется большего. Гульноза не стала исключением, и за это время ее коллекция фаленопсисов немного увеличилась. Как всем нам известно, не всегда получается купить здоровое и полноценное растение, а иногда и просто хочется попробовать свои силы в восстановлении орхидей. Будучи в командировке в Бишкеке, Гульноза купила себе новую орхидею и смогла опробовать на ней свои силы реаниматолога. Вот она начала гнить вот отсюда. Листья стали отваливаться. И я вот в эти пазухи, и вот в пазуху, вот у нее было 2 листочка, я выжимала сок толстянки и прям обильно ее обрабатывала и вот соком прям колонковой кисточкой, как нас учит Наталья. И вот, не представляете, она ожила, она пустила листики, она пустила вот такие корешки, вот 2 цветоноса, где еще второй, вон он какой. Это, конечно, для меня сюрприз, какой интересный цвет. Вот она вначале стала желтеть листья. Видимо, вот эта гниль, она вот распространилась. Вот если так близко показать, вот здесь вот прям, да, она черная дыра была. И вот видите, корешок выглядывает. Я недавно слышала о хлорофилипте, ну, буквально 4 недельки назад, и обработала вот то место, где вот сейчас выглядывает корешочек, раствором воды и хлорофилипта, как нас учит Наталья. И смотрите, эффект есть.
Это реально работает, действительно работает. Вот здесь корешочек, вот то место, где я обработала. И вот сейчас покажу еще. И вот здесь, смотрите, вот корешочек растет. После лечения орхидеи прошло 5 месяцев, и орхидея уже зацвела на 2 цветоноса. Это цветение стало для Гульнозы сюрпризом. Опыт Гульнозы в очередной раз доказал, что стволовая гниль не приговор для орхидеи и ее цветения. Сколько же радости в моей жизни, когда я вижу свои прекрасно цветущие орхидеи. Аж дух захватывает. Когда у меня спрашивают, как так у меня получается зацвести мои орхидеи, я им говорю, хотите точно такие же? Присоединяйтесь к каналу Натальи Медведевой, классика орхидейного жанра. Иногда я думаю, если бы YouTube не выдал мне 2 года назад видео из канала классика орхидейного жанра, мои орхидеи с моими неблагоприятными условиями давно были бы на помойке. А сейчас удается даже спасать орхидеи. И в этом мне помогает канал классика орхидейного жанра. Примерно 8 месяцев назад я выложила видео о своей орхидее уценке. А вот сейчас видите, как она цветет. Цветет на 2 цветоноса. Это прекрасное цветение. Мне очень нравится. Спасибо каналу классика орхидейного жанра. Спасибо Наталье. А теперь из Кыргызстана в Казахстан. Там живет Виолетта Акулова, которая зимой этого года спасала фаленопсис чармер. Здравствуйте, зрители канала «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Виолетта. Я из Казахстана, город Алматы. Я увлеклась орхидеями год назад и почти сразу же нашла канал «Классика орхидейного жанра». И старалась ухаживать за своими растениями по Наташиной системе. Я не отличница, и не все удавалось усвоить с первого раза. Климат у нас очень жаркий и непредсказуемый. Летом жара под 40 градусов, зима бывает и теплая, и очень холодная. Осенью 2023 года я экстренно пересадила орхидею чармер, потому что в спешке полила его замачиванием с другими орхидеями, забыв про торфстакан в посадке. После пересадки стала поливать по чуть-чуть для адаптации. Это была моя первая орхидейная осень, кстати, аномальная. В декабре цвели подснежники. Включили центральное отопление, а на улице температура 20 градусов. Чармер стоял на сетчатой полочке над отопительной системой, и за 2-3 дня корни высохли. Остался мой бедняжка без корней. Это я поняла позже, когда корни сгнили. Из горшка доставать не стала, а сделала так, как учит нас Наташа. Закрепила орхидею в горшке с помощью деревянных палочек, прикладывала к листьям влажные спонжи. В начале января намазала стволик чармера свежим соком алоэ древовидного 2 раза с промежутком в неделю. Орхидея лишилась корней, но была здорова, с чистым стволом и листьями. Дома у меня жарко, 25-27 градусов, и чармера я опрыскивала 2-3 раза в день. Конечно, огромное влияние на восстановление оказала правильная досветка, которую рекомендует Наталья. Очень удобно отслеживать историю восстановления этой орхидеи. С Нового года были применены 2 обработки свежим соком алоэ древовидного. Каждодневное опрыскивание водой, иногда каркаде, весной настоем одуванчика, подорожника и мокрицы. И обязательное условие – правильный и достаточный свет 6500 кельвинов, 14-15 часов. Мои орхидеи стоят на подоконнике юго-восточной ориентации. Но идет притенение от деревьев, хотя зимой света из окна больше из-за отсутствия листьев на деревьях. И мои лампы горят всегда. Первое видео с проклюнувшимися корнями сделано 23 января. Следующее видео с подросшими и с новыми
корнями сделано через 9 дней. Оба видео вошли в выпуск классики орхидейного жанра от 2 февраля. В поздравительном видео к 8 марта можно увидеть начало распуска чармера. К концу марта все цветочки распустились, все 21 цветочек. Теперь, спустя 1 месяц после полного раскрытия, он выглядит так и больше не шатается в горшке. Чармер не единственный, кто попробовал сок алоэ. И работает он на всех. У многих моих орхидей растут корни щеткой. Девочки и мужчины, дорогие, пробуйте. Это работает. И алоэ, и травки, и куркума, и хлорофилипт, и золотой ус, и настойка ореха. Никогда не будет передозировки. Не зря наши предки это использовали. Я очень благодарна судьбе, что в нужное время познакомилась с каналом «Классика орхидейного жанра» и с его создательницей Натальей. Учусь, исправляю свои ошибки, пересматриваю видео и нахожу новое, что упустила или не услышала, не восприняла. Спасибо большое, Наташа. Огромная вам благодарность. Следующая история чудесного исцеления началась в ноябре прошлого года во Владивостоке. Участница нашего телеграм-канала Евгения Тынянская обратилась за помощью по спасению этой маленькой обезвоженной детки на засохшем цветоносе орхидеи без центра розетки. Маленькая орхидея уже не получала питания через высохший цветонос и планомерно теряла тургор листьев. Восстанавливать маленькое и обессиленное растение на засохшем цветоносе не имело никакого смысла, поэтому было принято решение от материнского растения детку отделить. Восстановительные мероприятия приняли вот такой оборот. Контейнер с маленькой орхидеей, помещенной в живой мох, был определен в стеклянный прозрачный сосуд. Эта емкость представляла собой импровизированную тепличку, которая должна была закрываться прозрачной крышкой сверху. Уважаемые участники канала «Классика орхидейного жанра», всем здравствуйте! Меня зовут Евгения Тынянская, я из города Владивостока, Приморского края. Я соорудила вот такую тепличку и поселила туда свою деточку. Сейчас я ее достану. И что же у меня произошло за неделю? А за неделю все ее сморщенные листочки разгладились. И появились вот такие корешочки. Ура! Какие еще меры предпринимались владелицей маленькой орхидеи, кроме сооружения теплички? Я ее водой опрыскиваю и капала пару раз толстянку. Дальше можно рацион увеличивать, как у вас на видео. Исходя из того, что орхидея всем своим видом показала нам, что может и хочет жить, восстановила тургор листьев и активировала рост корневой системы, сейчас ее рацион можно расширять. Я сотни раз вам говорила, что орхидеи невероятно живучие растения, если они здоровы. Орхидея очень быстро восстановится с вашей помощью, если ее жизнедеятельности не мешают болезнетворные микроорганизмы. При этом очень важно выбрать способ восстановления орхидеи. В данном случае мы не ошиблись и выбрали способ восстановления маленькой орхидеи с помощью теплички. Совсем скоро стало понятно, что восстановительные мероприятия дали нужный результат, и в скором времени у маленькой орхидеи появилось 3 новых листа. Хочу показать вам мою детку. Видео о ней уже было на канале Натальи. Помните? Детка с засохшего цветоноса. Ну и что произошло с того времени? Какие изменения? У деточки появилось 3 новых зеленых листочка. Корешочков, к сожалению, не видно, но само растение показывает, что оно растет и развивается. С того момента, как я подписалась на канал в телеграм-канале, на канал «Классика орхидейного жанра», мне удалось лично пообщаться с автором канала, с Натальей, которая
объяснила мне все мои прошлые неудачи в разведении орхидей, почему же у меня так получалось, почему они у меня погибали. Очень просто. У вас, Евгения, сказала она, темно. Благодаря тому, что Наташа лично мне, вы знаете, вот как вот открыла мне третий глаз, мы поменяли освещение и повесили вот такие лампы. Какие изменения с этого момента произошли? За это время наша деточка, Женя ее называет принцессой, стала настоящей девушкой. После 3 маленьких и неполноценных листиков она вырастила 2 больших, настоящих. Ну и, конечно, это сложно не заметить, у малышки появился первый в ее жизни цветонос. И все эти изменения произошли за каких-то 5 месяцев из слабой, обезвоженной, практически безжизненной малышки до полной сил и готовящейся к цветению красавицы. И вот на этой вдохновляющей ноте это видео должно было закончиться, но нет. Еще один результат, который сегодня в наш чат в Telegram отправила Любовь Черункова. Вот такое пышное, яркое и необыкновенно красивое цветение достигнуто без единой капли химии. Здравствуйте, Наталья и все зрители канала Классика орхидейного жанра. Меня зовут Черункова Любовь. Я живу в Московской области, городе Раменское. Хочу поделиться с вами цветением орхидеи Дукшин. Наконец-то она распустила все бутоны. В этом цветении у нее 31 цветочек. Это очень сильный и стабильный сорт. Всегда цветет пышно, обильно. Как раз, наверное, идеальный вариант для тех, кто только начинает увлекаться орхидеями. Будет постоянно вас радовать. Для этого цветения витаминный настой не применяла. Только свет, воздух и полив из душа. Вам желаю красивого и пышного цветения. Внимательно смотреть и слушать канал Классика орхидейного жанра и доверять Наталье. Вот теперь точно все. Мне остается лишь добавить, что каждый из вас может стать героем одного из следующих видео на канале. И каждый из вас при определенном стремлении может получить подобный результат. Все, что для этого нужно, изучить плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу» и применить все полученные знания в жизни. А если после просмотра видео на канале у вас остаются неразрешимые вопросы, их всегда можно задать в нашем телеграм-канале, ссылку на который я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. И если вы тоже хотите выращивать орхидеи без применения химии и без вреда для своего здоровья и здоровья своих близких, присоединяйтесь к нам, нажав на кнопку «Подписаться». А присоединяясь к нам, всегда помните, что впереди у нас невероятно много интересного.